Ребят, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. Решила сделать сегодня еще один расклад на такую тему, как новое знакомство. Стоит ли доверять человеку? Чего от него ожидать? Правда ли то, что он транслирует о себе во внешний мир? С помощью вот этих карт из Оракула Теней я нужные для этого момента энергии для себя вот возьму, чтобы мы смогли докопаться до истины. А стоит ли вам вообще вступать в содружество с определенной личностью? Мужчина, женщина, неважно. Партнерские отношения, либо же что-то из любовного плана, либо же дружеского, да, не суть важно. Возможно, вы вообще с кем-то заключаете контракты, договора, у кого-то что-то серьезное покупаете, да, там, к примеру, машину. В общем, все вот это, оно, в принципе, сюда, может вам подойти. Так. Наверное, по вступлению все. Определяйтесь с вашим вариантом. Первый голубой, второй белый, третий зеленый. А я буду переходить непосредственно к прорицанию. Так, первый вариант, голубые камушки. Смотрите, я еще оставляю вот эту карту, шестерку пентаклей. Она очень классно показывает сам процесс энергообмена между людьми. Вот захотелось мне вот так вот сегодня это все обыграть в раскладе. Поэтому давайте-ка посмотрим. Сейчас я определюсь, как расклад выстроить. Давайте-ка все-таки и с оракулом теней придется нам поработать. Вот. Думала, что нет, но, видимо, что да. Итак. Давайте поглядим. Ваше новое знакомство. Первый вариант. Что за человек? Но этот человек умеет манипулировать вплоть до того, что я не исключу, что он знаком с определенными магическими ритуалами, которые привлекают к нему людей. И у него какие-то непроработанные страхи по поводу общения с внешним миром. Итак. Тут какие-то предложения, да, от этого человека к вам идут. И вроде бы как, возможно, даже любовного плана. Человек умеет выжидать. Сейчас посмотрим, в хорошем или в плохом аспекте. Так, вот интересно, вот иду по потоку, понимаете, хочу одно, а потом понимаю, что нет. Давайте-ка еще посмотрим на второй веретника по поводу данной личности. Что это за личность? Человек любит наставлять, любит получать то, что он себе напланировал и задумал. То есть, знаете, человек, который
Если вы кому-то пошли на обучение, то здесь, да, человек пока не получит нужного результата от вас, он не отпустит. Результаты с ним вы получите через время. То есть, короче, смотрите, он простраивает долгосрочные планы. Вот тут вот очень много информации, ребят, начиная от того, что просто вы вот у кого-то что-то покупаете, да, и заканчивая действительно наставником, кому вы пошли там на курсы, допустим, по изучению эзотерики, либо же что-то с этим связано, ну, в этом направлении. Здесь человек обучает, как что нужно делать. Возможно, вы пошли на работу, на новую должность, и у вас есть, ну, какой-то куратор, да. Так вот, этот человек именно тот, который он манипулирует, да, но он работает на результат. И манипулирует он, я хочу сказать, в неплохом аспекте на данный момент. Вот сам какой он, да. То есть, если нужно сделать, ну, прийти к конкретной цели, то мы делаем это вот так и вот в это время. То есть все распланировано, все продумано, подход к делу, знаете, такой, ну, строгий, консервативный. То есть все должно быть по полочкам. Человек в свое время, конечно, наделал чудес, но знаете, как... Защита у него есть. И вот знаете, хочется сказать, человек сделал себя сам. Итак, давайте-ка посмотрим, кто вы в этом партнерстве, а кто загаданная вами личность. То есть, как будет происходить вот этот энергообмен между вами. Вы. Но вы готовы идти на сближение, но держите внутренние границы, знаете, как отстаиваете. Плюс здесь вы получаете какие-то знания определенного характера. Уж какие, давайте я не буду перечислять все, иначе, ну, расклад затянется на немыслимое количество времени. Если партнерские отношения, возможно, здесь человек долго в одиночестве находится, и он ваши отношения правильно простраивает. Единственный момент еще. Смотрите, здесь, возможно, кому-то вы за защитами обращаетесь. Очень хорошо. Вообще все, да. Есть момент манипуляций, есть, но это сродни, вот знаете как? У человека есть природное вот это качество располагать к себе людей. И у него есть фамильяры на его пути. Потому что, ну, его работа, как бы, то, что он делает, это правильно с точки зрения высших сил. Думала, будет в чем-то подвох. Нет. Знаете, подвоха нет. Вы в поиске себя. А этот человек по отношению к вам... Ребят, перспективы есть, конечно, но знаете как, ну, на ваше сотрудничество, да? Но человек все равно не будет говорить вам того, чего вы знать не должны. То есть здесь понебратства никакого не будет с его стороны, это однозначно. Если брать аспект такой, ну, в общем, вы более открыты.
Вы держите свои границы и получаете знания, а человек от вас получает деньги. Здесь человек четко знает, чего он хочет получить от вас. Он хочет, чтобы вы достигли определенных результатов, а он получит за это вознаграждение определенного толка. Здесь никаких или-или, нет. Четко простроенные планы для достижения цели. И давайте посмотрим, чего вам стоит опасаться. Первый вариант. Опишите мне, пожалуйста, кого вы тут загадали. Интересно будет почитать мне, что за ситуация у вас. Чего стоит вам опасаться от этой личности? Да ничего вам не стоит опасаться. Здесь человек привнесет некую стабильность в ваш дом, в ваше пространство, выведет вас в королеву Пентаклей к вашей победе. Здесь получение знаний, как я уже сказала. Здесь вы себя познавать будете. И вы выходите в достаток, вы выходите к собственным победам. И здесь, знаете, как человек, то, что он от вас получит какую-то денежную, да, прибыль, это само собой разумеющееся, но человек не находится в болтанке. То есть, что, ему не надо, он отсечет. Для кого-то будет, жестко отсекать, а для кого-то, лояльно. То есть тут по-разному. Умеет найти подходы к разным людям эта персона. И еще раз хочу сказать, работает на перспективу. То есть, ничего вам не нужно опасаться. Давайте еще вот так вот все-таки. Вы можете положиться на этого человека. Вот у меня, слушайте, идет такое впечатление, что вы как обучаетесь боевой магии, что ли, да? Или учитесь как-то себя защищать. Либо же как-то, поднимать свои знания, да, для того, чтобы уметь конкурировать на определенном уровне. Вот какая-то неразбериха у вас есть, какая-то несогласованность, да, в жизни, и вот вы как будто обратились к этому человеку за помощью. И давайте все-таки на Таро Веретника я, на всякий случай еще посмотрю, к чему вам быть готовым, да. Для вот этих вот карт здесь вообще все классно, хорошо, идеально. Здесь человек духовный. Слушайте, хоть убейте меня. Здесь обращение к человеку, который помогает вам обучаться магии. Что я еще здесь могу сказать? Вы в замкнутом положении по жизни находитесь, что-то у вас не получается, не идет вперед, не можете найти работу, не можете найти партнера, забеременеть, друзей вообще настоящих нет, да? Здесь вам программы были сделаны через кладбище, насколько я понимаю. И здесь вы... Ничего вам не надо опасаться от человека. То есть здесь, человек эта личность, она четко знает, куда и к чему она идет. Энергообмен у вас, если, как я вижу по энергиям, человек помогает вам, но понимаете, у него свой путь. Вы лишь часть его пути. Здесь понебратства, как я сказала, не будет, а от вас энергия идет, знаете, радости и
духовной радости, духовного наполнения. Здесь за счет прокачки вашей духовности человек вас закроет от того, что на вас все время идут нападки и магические атаки. Как-то вот, ну, поддержит вас, да, даст какие-то знания. Может, у вас не получалось чего-то добиться, то есть там поможет открыть пути дороги. Да, вы с ним договор заключаете в любом случае. Здесь договора, и знаете, этот человек, если что-то... Вот, допустим, вы делаете, да, что-либо и сделали неправильно, он вам, ну, может и резко ответить, сказать, что вот здесь ты набокопорил, давай-ка, ну, будь повнимательнее. Здесь, знаете, как еще и помощь... Вот идет, должна вам это, ну, озвучить. Помощь, как бы вам уйти от какого-то короля, который к вам, вот знаете, все время с мечом лезет, свою волю навязывает вам. Ну, король мечей, короче говоря, такой сухарь черствый. И вот вы как будто вот от него закрыться хотите, потому что тут и треугольники проигрываются, но тут много аспектов, вот действительно много, и я пытаюсь эту всю информацию как бы, ну, в общую картину, да, сложить. Поэтому здесь опасаться вам не стоит. Но понимаете как? Вы получите то, что вы хотите, человек получит то, что он хочет. Поэтому... По наполнению, вообще по наполнению, вы больше получите. Человек выполняет свою работу просто, он идет своим путем, у него другие цели. Но то, что вы хотите, вы получите. Так что вот так вот первый вариант, голубые камушки. Отпишитесь мне, пожалуйста, как вам расклад, понравилось ли. Оставляйте свои комментарии. Делитесь моим видео с другими. Кому-то, возможно, тоже пригодится данная информация. Ну, я желаю вам добра этого мира, ребят. Пока-пока. Итак, второй вариант. Белые камушки. Я вас приветствую. Не за ту колоду ухватилась. Так, давайте поглядим, кого вы загадали, да, что за человек, и стоит ли вам доверять ему. Так, что за человек? Блин, ну такое впечатление, что как психолог мне проигрывается. И здесь человек, который будет выметать вашу неуверенность в себе, который даст вам определенные знания. Причем это человек, к которому вам необходимо ездить. У него есть определенная власть, да. То есть дар он свой прокачал и использует активно. То есть... То, что ему, ну, предначертано исполнять в этой жизни, он исполняет. У него хорошее заземление с миром. То есть он занимается своим любимым делом. Давайте вот так вот еще скажу. Так, теперь на Таро Веретника смотрим.
Опять же таки, договариваться с этим человеком вы будете, договора какие-то заключать, обмен будет. Этот человек вам по высшему суду идет. И его дар, помните, я сказала, от высших, он им, ну, хорошо пользуется. Вот. Здесь вы будете... Блин, расход на 2 варианта идет. Ой. Здесь либо человек вам поможет проработать аспекты, где вы кого-то обидели, и он вам даст об этом знать, что что-то в вашей жизни, именно по той причине, по которой вот вы когда-то кого-то... Кому-то, короче, плюнули в душу. Это раз. Второй аспект. Возможно, что этот человек вас будет учить выметать собственную неуверенность в себе, как я уже сказала. Но знаете, посредством чего? Посредством предательства. И это предательство вроде как, ну, допускают высшие. Сейчас посмотрю, в первом или во втором аспекте у вас идет. Этот человек, вот хочется сказать, как будто идет к вам в роли чистильщика. А уж что он будет зачищать? Он в любом случае вам поможет. Но только каким методом, каким способом, сейчас будем смотреть. А ну-ка. Вот знаете, вроде как и предательством не попахивает. Здесь реально как будто вы к психологу собрались. Или вот кому-то вот из этой области. Здесь человек вам даст это все разрушать. И, возможно, кто-то из вас слишком загоняется на ту тему, что вас все время кто-то магически атакует. Он всковырнет ваш внутренний пласт, и вы задумаетесь над тем, что, ну, причина кроется внутри вас, не во внешнем мире. Тоже 10 мечей. Что-то этот человек как вот обрубит у вас. Карты вылетают. Тоже мужчина задействован. Так, вы в этих отношениях. Вы что-то будете должны для себя выбрать. Вы вроде как, ну, счастливы, все хорошо, вы эмоциональны в отношениях. Но на выборе что-то вы должны будете выбрать. Балансировать в 2 ситуациях. А он... Этот человек под 3 арканами идет, старшими, представляете, да? Это человек маньяк в овечьей шкуре. Этот человек как вашу фортуну хочет. То есть вы это средство по достижению фартовости. Не знаю, девочки, мальчики, по второму варианту отпишитесь, о ком вообще речь, ну, что за ситуация, потому что здесь, смотрите, либо, ну, не дают увидеть доподлинно ситуацию. Почему? Потому что по высшему суду вы должны пройти этот урок, понимаете? Но с другой стороны информацию-то дали.
Не могу я понять, понимаете, здесь, блин, как-то и хорошо, и плохо одновременно. Возможно, с помощью этого человека у вас разрушатся какие-то иллюзии по поводу чего бы то ни было. Либо личных отношений, либо, ну вот... Он научит вас защищаться или... Не знаю я, как еще это трактовать. Давайте посмотрим, чего же вам стоит опасаться. Может, слишком двойственная натура эта персона, понимаете? Слушайте, а может быть, что он как опрокинет вас на деньги, да, но таким образом вы с помощью вот этой потери денежной откупитесь от какой-то очень негативной программы, магической, деструктивной, да, которая на вас идет. Есть еще такой аспект в этой персоне. Так, чего вам следует опасаться? Этот человек очень быстро может уйти из вашей жизни. Вот здесь четко и конкретно. Либо вам нужно с этим человеком держать свои границы на таком замке, чтобы вы в любой момент могли исчезнуть из его поля зрения. Когда только поймете, что вами, пользуются и вами манипулируют. То есть не давайте ему о себе очень точных сведений, там, где живете, как к вам добраться, да, и, в общем, нужно быть аккуратными и осторожными, и, здесь, знаете, вот хочется сказать, вот на мягких лапах надо пройти вот этот урок, дабы не врезаться. Вы здесь эмоционально идете, и этим могут воспользоваться. Ну, здесь у вас, глядите, и смутное подозрение, и недоверие вот от этой персоны, и скрытая агрессия есть. Ребят, напишите, пожалуйста, еще раз вас прошу, что у вас здесь. Потому что крайне такая личная, знаете, мутнорылая, да. Интересно мне, что же это такое? Ой, как интересно-то, а? Еще один вариант идет, конечно, что... Вы думаете, что на вас кто-то нападает, хотя вам пришла обратка, вы обратились к мастеру весьма, сомнительной репутации, либо же он по чернухе работает. И вы вроде такие счастливые, идете к нему и да-да-да, я получу свой результат, а результата-то, не будет. Он вроде бы как вам советует, как работать на кладбище, чтобы победить ваших врагов.
Ребят, не поддавайтесь импульсам своим, не делайте ничего на эмоционалке. Вот какое вам предупреждение идет. Особенно если эта личность будет вас склонять, ну вот давай прими решение сейчас или никогда, или ты упустишь шанс, и у тебя потом будет ляпис трубецкой, да, по жизни. Ну, к примеру, я вам говорю. Вот не ведитесь на это, пожалуйста, потому что вообще, как-то, знаете, ну, дивно здесь все. Вот как-то дивно, по-другому я сказать не могу. Вы как будто через этого человека новой жизни получить хотите, а кажется, что нет, он навесит на вас чужие проблемы, он отравит все ваши ожидания, все ваши надежды, мечты. Но по итогу, понимаете, человек вас... Либо вы, вот встретившись с этой персоной, пойдете к кому-то, и вас другой направит на путь эзотерики, где вы должны будете научиться сражаться со своими недоброжелателями. Но если это бытовая ситуация, элементарно устроиться на работу, нет, здесь далеко, ну, вы получите далеко не то, что вы ожидаете, но эта ситуация вам по суду, понимаете? Человек прикидывается духовным, но на самом деле в любой момент может поступить подло по отношению к вам без зазрения совести. Так что, ну, здесь, понимаете, ну, вот реально и туда клонит. Вот как-то интересно. То ли этот человек в такой болтанке находится, понимаете, то он хороший, то он злой. И отпишитесь мне, пожалуйста, что у вас тут. Как бы основополагающее вы услышали для себя, вот эмоционально не принимайте решения на эмоциях. Ну а так, второй вариант. Я вас благодарю за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, делитесь моим видео. Лайки, дизлайки также приветствуются. И желаю вам добра этого мира, ребят. Возможно, что этот человек вас потащит в отношения, и через него вы должны будете пройти вот эти все уроки. Есть такой момент. В общем, добра вам этого мира. Пока-пока. Итак, третий вариант. Зеленые камушки. Я вас приветствую. Давайте-ка посмотрим, что по вашему загаданному человеку сегодня нам подскажут, да, стоит ли ему доверять, ну и к чему вообще стоит быть готовым с этой персоной. Итак, что за человек? Работает с группой лиц, уверен в себе. Сила магическая есть, и ему род помогает. Может быть, человек, у которого много знакомых мужчин при статусе, которые вот серьезная шобла, хочется сказать, да, серьезный круг какой-то вот у него. То есть, которым вот может доверять людям, он в них уверен. Их может быть немного, но они проверены годами, понимаете? С этим человеком вы должны будете сделать выбор и определиться с тем, по какому пути вы идете дальше в своей жизни. Да, у человека есть магический дар, магические силы. Это однозначно определенный свой уровень он имеет.
Есть еще такой момент, что человек слишком загордился тем, что он себя считает выше других. Кстати, может давать курсы по обучению магии. Да, здесь человек помогает другим людям. Он их наставляет на определенный путь. Вот ничего не хочется сказать. Есть дар, человек показывает путь другим, дает защиту, дает знания, как защитить себя от предательства, от любовных треугольников. Ну, и жизнь с ним связана, когда у нас пробита наша аура и тому подобное. Есть пунктик по поводу вот возвышения, да, что я выше других, но пока положительных аспектов больше, конечно, больше. Давайте посмотрим, кто вы в этих отношениях, да, а кто ваш товарищ, я не знаю, или кто, или что, если это... Вот хочется спросить, вот ты к чему вылетела? Ну вот знаете, вот с этим человеком у вас связаны какие-то вот хорошие ассоциации, он как будто бы вам привнес вот что-то теплое и радостное в вашу жизнь, да, вот знаете, вот надежду, возможно, подарил, вот. Этот человек поможет вам исполнить ваши желания. Ну, понимаете, здесь еще ситуация, что это человек из прошлого какой-то. Либо же вы давно с ним знакомы. Вот тоже. Хотя, как бы, я на новое знакомство делала акцент. Возможно, вы давно знакомы, не виделись, да, не общались. И, как бы, оп, сошлись, да. Так, вы... чем-то недовольны. Ох, опять многовариантность, да? И здесь у вас эта персона вызывает, знаете как? Вы учитесь противостоять собственной агрессии. Плюс какие-то знания, новые свершения у вас через этого человека идут. Вот можете как-то себя проявить не с хорошей точки, не с хорошего ракурса. Давайте так скажем. Где-то сагрессировать. Вроде бы как амбиции есть, да, а не соответствуете им. То есть но здесь вы себя прорабатываете через эту персону. Это однозначно. Человек может быть водного знака зодиака, женщина, ведьма. Человек в балансе находится, что я вам сказать могу, чувственная, творческая, амбициозная, в своих планах. Счастлива.
Здесь больше, знаете, как хочется сказать. Вы учитесь. Вот здесь вы учитесь с этим человеком. Учитесь прорабатывать свою агрессию, свои страхи, свои какие-то комплексы. А ну-ка, что у нас тут? Ну, глядите, здесь сотрудничество с ведьмой, понимаете? Ну, вот хоть как убейте меня. Здесь сотрудничество с ведьмой. А то, сможете ли вы правильно выстроить это сотрудничество, зависит на данный момент от вас. Но мы сейчас еще посмотрим детали, так сказать. Здесь как будто, вот знаете, вступление в тайное общество, в какой-то клуб, да, в какой-то круг лиц. Так, чего вам стоит опасаться от этого человека? Ну, нифига себе. Семерка мечей. Подлость, хитрость, обман, манипуляции. Жестокости. Глупых обещаний. Вот знаете, может, человек не слишком ответственный какой-то, может, что-то пообещал, забыл. Здесь идет прокачка вашей сердечной чакры через этого человека. Семерка мечей и королева мечей. Сам по себе человек вроде как в хороших энергиях. Ну, а почему же здесь так? Именно знаете, как по отношению к вам этот человек вот примет неверное решение, неверные выводы сделает о вас. Скоропалительные выводы, из-за которых вот неверно к вам будет расположен. Либо он вас просто, ну, со всем послужным списком за счет вот этого. Понимаете, что вот я лучше, человек не может вас увидеть. Если вы понимаете, что это о вас, то это одно. Но если вы понимаете, что вот вы в этих отношениях явно не в такой позиции, да, то вот тут как-то забавненько. Этот человек, как по отношению к вам, переступит границу ценностей и морали. Именно по отношению к вам. А какого хрена, хотелось бы узнать? Человек слишком уверен в своих знаниях. А, видимо, не все у него знания, да в копилку сложены. Человек любит быть хозяином любого положения. Он не приемлет конкуренции. Вот в чем беда этой личности. Вроде бы все классно, а на вас как запнется человек. Понимаете? Спотыкнется.
А все так хорошо начиналось, да, третий вариант? А все было так чудесно и прелестно. А нет, именно по отношению к вам. Ну, смотрите, человек, если поступит по отношению к вам некрасиво, потом за это будет каяться, это раз. Плюс вы ему пришли через его отношение к вам будет зависеть его дальнейшая судьба. Пройдет ли он свой урок. Либо через, вот он, знаете, паскудно по отношению к вам поступит и запустит цепь отработки какой-то определенной. Нехорошие, конечно, карты. Нет. А давайте посмотрим такой вопрос. Хорошо, а почему именно к вам этот человек, вот, ну, с семеркой мечей, королева мечей, что там, ну, что за тараканы, блин, зашевелились по отношению к вам именно? Ну, вы тут как бы, ну, тоже на чеку стоите. Почему вот у этой, ну, тут женщина больше проигрывается, почему у этой женщины такое отношение к вам? Матча знаю. Ёб твою налево, ребятки, ну, блядь, извините, я в шоке. Короче говоря, этот человек завидует тем знаниям, которые есть у вас. Вы умеете комбинировать то, до чего этот человек, эта ведьма не додумалась, если это вопрос по магии идет. Понимаете? А как тут же ж корона на голове. И главное, понимаете, ну, энергией наполнен человек, а на вас запнулся. Понимаете? Есть у вас что-то то, чего нет в знаниях, в умениях этой личности. Знаете, от чего я вот, ну, проэмоционировала снова? Опять вижу потенциал у человека, а он его сливает. Причем тут уже статусное. Здесь же ты помог... Или я поняла, в чем секрет. Вот эта персона не приемлет таких аспектов, когда... В его пространстве появляются люди, знающие что-то, чего не знает он, либо знающие больше него. Он любит помогать, выводить на истинный путь, нести помощь, как-то защищать людей, которых он в априори воспринимает ниже себя. То есть он видит, что вот эта персона, ну она такое что-то, да, обычный среднестатистический склад разума и ума, то есть это для меня не представляет никакого, да, там, ну, никакой угрозы. Это вот стадо овечек, которых я веду. А вот с вами, блин, не получилось, да, вы как-то о себе, видимо, громко заявили, или, а что вы сделали? Хочу узнать, что вы сделали, чтобы спровоцировать вот такой вот... Ой, вот такой вот резонанс. Что вы сделали? А вы показали свою внутреннюю силу. Вы показали свою внутреннюю силу, и плюс здесь еще люди, которые...
Вы взрывные, вы можете не контролировать, да, себя, но мне здесь идет информация, проработка ваша, я уже сказала, какая у вас идет лично. Что вы сделали, да, вот что вы сделали? Вы здесь умеете держать баланс между светом и тьмой. Ну и как я уже сказала, здесь, да, вы не должны эмоционировать слишком сильно. Вот приняли ту информацию, которую сейчас от меня получили, сделали выводы и будьте выше. Не сливайте свою энергию на данную персону. А ну-ка, что еще? Чем вы спровоцировали? Давайте-ка посмотрим. У вас какие-то благополучные договора. И что? И что этот человек? Позавидовал? Или что? Ну, понятно, что позавидовал. А чему? Обалдеть, этот человек завидует тому, как вы прошли свой путь. Короче так, ребята, по третьему варианту, вы умеете договариваться с темными, и что-то вы не выпросили, нет, вы договорились. И вот эта женщина завидует тому, как вы это сделали. Здесь мне показывает, что у вас было предательство от лжеца, который отравил вашу заботу о нем. То есть вы о ком-то заботились. Он плюнул на это, да, но вы за счет своего сострадания вышли к тому, что этот человек получил расплату по высшему суду. И тут же мне показывают, да, что на вас была атака извне. Вы отреклись от этой борьбы, вы как-то себя проработали, духовно, видимо, подняли вибрации с помощью, да, колдовства, господа. И да, вы здесь проработали, здесь дальше мне показывает, что вы прорабатывали и лицемерие, и чужие проблемы, и то, что вы, ну, как бы из-за мнения других в себе сомневались. Короче говоря, знаете, вот, что мне здесь еще сказать? Человек просто об вас спотыкнулся. Здесь человек жадно относится к вашим знаниям и к вашим умениям. Вот и все. Как вам себя вести? Ну, вы
на распутье, вы сейчас выбираете, видимо, либо сотрудничать, либо не сотрудничать с этой личностью. У вас иллюзии по поводу этого человека рухнули, возможно, кстати. Ну, этот человек вас просматривал, это однозначно. У вас иллюзии какие-то тоже вот ушли от вас. Вы должны сделать выбор. А вы должны, знаете, какой выбор сделать, ребят? Я не знаю, что эта персона вам сделала, да, может, что-то сказала. Она вас как-то обидела. Вы бы в такой оборонительной позиции не были по отношению к этому человеку, ну, с его послужным неплохим списком, давайте скажем так. Вам либо извиняться, знаете, ну и в состоянии как бы... То есть, не знаю я насчет извинений, как бы... Здесь как что-то вы попросите у этого человека и разочаруетесь, понимаете? Либо же вам нужно вдвинуть этой персоне, ну, корону немножечко подубрать ее, если этот человек, ну, поступит все-таки по отношению к вам подло. Просто вдвинуть корону на место и, ну, блядь, дать достойный отпор. И сказать-то нет, хрен ты угадала. Я, конечно, понимаю, я уважаю то, чем ты занимаешься, но будь любезна, человечности не забывай, да, не считай, что ты тут все истины познала, как бы. У человека очень много своих проблем, очень много недоброжелателей. А вас, ну вот, если вас обидит, ну, венчание, что тут? Вы должны взять власть в свои руки, ребят. Не поддавайтесь вот этому человеку. Не поддавайтесь. А что человека ждет, если к вам действительно по 7 мечей подкат сделает? Ну, за свою подлость человек будет замкнут. Здесь по дару человеку даст. Дар заберут или же, знаете, здесь ограничит его в возможностях с его даром магическим. Это раз. Если это не магический дар, а чисто бытовуху глядите, значит там с должностью его что-то случится, да. Или упадет у него там коэффициент успеваемости, от этого в зарплате потеряет. Ну что-то вот, постарайтесь на себя, да, эту вот историю развернуть под вашу ситуацию. Там волю поломают человеку, и дело в том, что это свыше идет, и здесь как перекрывают связь с предками. Но понимаете, не полностью перекрывают поток этот, а дают понять, что не всегда твое видение, ну, на 100% верно. Если человек не угомонится, его удача полностью сойдет на ноль, если его слишком занесет. Все его плоды
Сейчас узнаем, что с плодами. Показывают, что свыше будут ему подсказки, эти намеки будут предупреждать. Ему придется пожертвовать какими-то результатами своего труда. Так что вот так вот третий вариант. Вы, как всегда, у нас сегодня, зажигаете. Пишите мне ваши впечатления, комментарии, расскажите о вашей ситуации, что у вас там, тоже интересно было бы почитать мне. Вот, потому что здесь так пришлось подрыть просто рыть. Вот, и оставляйте ваши лайки, дизлайки и делитесь моим видео. Возможно, кому-то оно тоже принесет пользу и даст какие бы то ни было подсказки в его жизни. Ну а так, ребятки, желаю вам добра этого мира и пока-пока.